Подводные лодки всегда привлекали внимание как неотъемлемая часть морского флота, обладая уникальной способностью оставаться невидимыми для противника. Их роль в мировых войнах нельзя недооценивать. Уже в Первой мировой войне подводные лодки внесли весомый вклад в морские победы. Они стали настоящим кошмаром для надводных судов, вводя в хаос морское снабжение и подрывая уверенность противника. Однако именно во Второй мировой войне они проявили весь свой потенциал, участвуя в операции «Волчья стая», где немецкие подводные лодки действовали под одним командованием, как единое целое. Подводные лодки союзников также совершили множество подвигов, от захвата стратегически важных транспортов до скрытного сдерживания вражеских сил. Их действия изменяли исходы ключевых сражений, открывая новые пути для союзников и осложняя планы противников. Эти героические подвиги подводников стали залогом успеха во многих операциях, сохраняя баланс сил на море и убеждая противников в неуязвимости морского фланга вооруженных сил. Но герои и их подвиги зачастую оставались неизвестны широкой публике, оставаясь за толстыми корпусами металла и воды. Есть еще много скрытых моментов подводной войны, которые часто скрыты под одеялом секретности. Существуя в сжатом пространстве на глубинах, где солнце никогда не доходит, жизнь экипажа подводной лодки напоминает проверку на прочность. Каждый день они сталкиваются с не просто физическими вызовами, но и психологическим давлением, когда каждый сантиметр становится решающим фактором. Воздух, которым дышат подводники, создан искусственно, а жить в тесноте — это искусство, которым вынуждены овладевать все. Без естественного света временные ориентации быстро стираются. Экипажу приходится быть максимально сконцентрированным, ведь от их внимания и вовремя принятых решений зависят все находящиеся на борту. Сплоченность команды — это вопрос жизни и смерти, ведь любая недоговоренность или конфликт могут привести к фатальным последствиям. Психология игры здесь принимает важное значение, чтобы поддерживать моральный дух и желание двигаться вперед. В условиях, где тишина может быть оглушительной, а напряжение ощущается даже в самых мелких деталях, способность быть стойким и находить общий язык с товарищами становится жизненной необходимостью. Но это лишь часть испытаний, которые они преодолевают. Как же в таких условиях проходят секретные миссии, требующие не только технически оснащенных экипажей, но и абсолютной координации всех действий? Впереди нас ждет погружение в мир подводных операций, скрытых от глаз и полных загадок. Кто бы мог предположить, что под водой в неумолимой тишине океана разыгрываются сцены, способные изменить ход истории? Тайные операции подводных лодок, как невидимые нити, переплетаются с событиями, которые происходят на поверхности. Исчезновение судов, таинственные маневры — все это лишь внешняя сторона, скрывающая сложную сеть подводных миссий. Военные флоты различных стран используют подводные лодки как инструмент для выполнения сложных и скрытых задач. Это может быть все: от следования за вражескими кораблями, запись секретных переговоров на станции связи, до установки специальных приборов на дне океана. Такие миссии требуют не только точности и навыков управления техникой, но и нерушимой слаженности экипажа, который должен быть готов к любым неожиданностям. Результаты таких операций зачастую остаются неизвестными широкой публике, затерявшись среди общей информации. Но иногда последствия оказываются столь значительными, что их влияние остается новым поколением. Вопрос не в том, существуют ли эти миссии, а в том, как они формируют историю и будущее. И если мы заглянем глубже, то можем обнаружить влияния, которые не видны невооруженным глазом. Погрузимся еще глубже и исследуем интриги, которые укрыты не только под водой, но и в высоких кабинетах. Впереди нас ждет нечто совершенно особенное, о чем могут знать лишь избранные. В то время как тихие воды океана скрывают некие самые сложные военные маневры, велика роль политических интриг, разворачивающихся в кабинетах мировых лидеров. Подводный флот не просто предмет национальной гордости, это один из ключевых элементов в большой игре на мировой сцене. За видимой мощью подводных лодок стоят коварные стратегии и дипломатические переговоры, определяющие, как и где будут применяться эти грозные машины. Давление со стороны генералов, политиков и экономистов должно сохранять баланс, опасно колеблющийся на грани различных интересов. Вопросы контроля и разоружения подводных сил часто становятся предметом жестоких споров на международных форумах. Каждое перемещение лодки может вызвать бурю обсуждений и быть одновременно как угрозой, так и предложением мира. Сложно представить, сколько политических решений были приняты, чтобы определить направление движения подводных флотов. Как мощное оружие остается инструментом дипломатии, на который необходимо буквально потратить годы разработок и планирования, включая участие спецслужб, с целью оставаться всегда готовыми и в то же время неприметными. И хотя интриги подводных сил скрыты от нас, они определяют многое. Однако даже за всеми этими манипуляциями подводный флот продолжает технически развиваться, даря нам уникальные технологии, которые удивляют мир. Вперед ждут истории не менее увлекательные, наполненные техническими открытиями, которые стали возможны благодаря этим подводным машинам.
Под толщей воды прячется не только тайна, но и удивительный мир технологий. Подводные лодки остаются на острие технологического прогресса, стремясь не просто выдержать давление океана, но и обеспечивать максимальную эффективность при выполнении миссий. Сегодняшние подводные лодки стали воплощением всестороннего инженерного гения, который позволяет им оставаться в авангарде военно-морских сил. От первых подводных аппаратов до современных атомных субмарин их эволюция напоминает научно-фантастическую историю. Изобретение дизель-электрических двигателей заложило основу для тихих операций, а ядерные реакторы на борту современных лодок позволили продлить время нахождения под водой до неограниченных периодов. Ровные как акулы, они рассекают воды, оснащенные высокоточными системами навигации и оружия, которые могут поражать цели на огромных расстояниях. Сегодня важную роль играют технологии скрытности, позволяющие подводным лодкам оставаться незаметными для любого радара. Специалисты неустанно работают над новыми материалами и энергосистемами, которые делают субмарины все более неуязвимыми и автономными. Технологические достижения не стоят на месте, и, кажется, возможности подводных лодок безграничны. Однако, эта гонка вооружений открывает многие двери и для будущих изобретений. Существует множество других аспектов, недоступных нашему взгляду, которые продолжают эволюционировать вместе с подводными машинами. В этом постоянном волнении открывается все больше новых возможностей, которые стоит исследовать дальше, когда мы более глубоко заглянем в быт экипажа и то, как их жизнь изменялась вместе с технологиями. За прошедшие десятилетия условия жизни подводников претерпели кардинальные изменения. От средневековой спартанской простоты до современных комфортных условий. В прошлом подводники сталкивались с перманентным углекислым газом и сыростью, медленным, но верным спутником их жизненной рутины. Именно тогда экипажи большей частью состояли из закаленных моряков, готовы сутками находиться в тесноте с минимальными ресурсами. Но изменения настигли даже глубины океана. Современные подводные лодки оснащены системами климат-контроля, продвинутыми кухнями и местами для отдыха. Сегодня подводники могут наслаждаться умеренной температурой, сбалансированным питанием и временными промежутками для отдыха и занятий спортом. Электроника, которой насыщены современные лодки, позволяет оставаться на связи с внешним миром, отправляя и получая сообщения через специальные каналы. Не только технологии изменили жизнь экипажа. Изменения коснулись и состава команд. Усилился профессионализм, он стал необходимостью вместе с технической грамотностью и знанием многосложных систем. Экипаж 21 века — это высококвалифицированные специалисты, каждый из которых четко знает, что делать в любой ситуации. Но что останется неизменным — это дух команды, где доверие и взаимовыручка всегда будут на первом месте. Несмотря на технологический прогресс, подводникам до сих пор приходится сталкиваться с опасностями, которые скрывают глубины океана. Давайте заглянем дальше и увидим, какие угрозы настигают подводные лодки, даже самые современные. Несмотря на все достижения технологий, подводный мир остается полон скрытых угроз. Жизнь на подводной лодке — это не только героизм и технический прогресс, но и ежедневная борьба с невидимыми опасностями. Самая простая угроза — это давление воды. Даже мельчайшая неисправность может привести к разгерметизации, что влечет за собой немедленную опасность для всех на борту. Аварийные ситуации требуют молниеносной реакции команды, ведь каждая секунда может стать решающей. Но это только начало. Электрические системы, от которых зависит буквально каждый аспект жизни на борту, тоже могут подвести, и сбои в подаче энергии или кислорода — это уже вопрос жизнеобеспечения. В условиях замкнутого пространства масштаб хрупкости технологий выходит на передний план, и от слаженности действий экипажа зависит, смогут ли они справиться с форс-мажором. Еще одна серьезная угроза — скрытые подводные мины или неучтенные объекты на морском дне. Исследования дна всегда связаны с рисками, и путь вдоль неизведанных маршрутов может закончиться столкновением, ведя за собой непредсказуемые последствия. Далее идут угрозы, которые встречаются не только на водной глади. Подводные лодки становятся все более сложными, а значит, они требуют повышенного внимания и осторожности. Все это усиливает необходимость быть на шаг впереди и предусматривать все возможные сценарии. Когда мы углубимся еще дальше, то увидим, как именно команда находит силы поддерживать общий дух и мораль в условиях постоянного давления и неопределенности. На подводной лодке каждый член экипажа является важной частью целого, и поддержка морального духа и единства команды — это не просто задача, а жизненная необходимость. Находясь в небольшой стальной капсуле под водой, где от каждого решения зависит безопасность всех на борту, важно сохранять стабильные отношения и доверие. Общая цель и непрерывное общение в команде создают ту атмосферу, в которой разногласия сглаживаются, а проблемы решаются сообща.
Это культивируется регулярными учениями и ситуациями, где каждому приходится брать на себя ответственность, показывая свою выносливость и мастерство. В условиях, где напряжение может выбить из колеи даже самого стойкого человека, специальные тренинги и поддержка со стороны старших товарищей становятся той основой, которая позволяет экипажу оставаться единым организмом. Не стоит забывать и о маленьких традициях, таких как собрания для расслабления и игры, которые помогают снизить стресс и укрепить связь между подводниками. Эти моменты не только способствуют сплочению команды, но и показывают, что каждое усилие важно и нужно. Именно через эту постоянную работу над собой и своими отношениями можно поддерживать уверенность в собственных силах и готовность к действиям в любых условиях. Однако, даже самая сплоченная команда может столкнуться с трагедиями, которые оставляют свой отпечаток. В таких ситуациях только настоящие профессионалы смогут превратить опыт в ценные уроки, пригодные для будущих поколений. Как именно это происходит и какие известные инциденты стали важным напоминанием для нынешнего поколения подводников? Впереди нас ждут истории, о которых стоит помнить. Каждое погружение подводной лодки таит в себе не только неизведанные горизонты, но и потенциальные угрозы, которые могут привести к трагическим последствиям. История знает немало катастроф, оставивших свой печальный след в памяти поколений. Эти истории служат суровым напоминанием о том, что даже мельчайшее упущение может стать причиной непоправимых последствий. Одной из самых известных катастроф является трагедия подводной лодки «Курск». Взрыв торпеды на борту и последующее затопление привели к гибели всего экипажа, став печальным символом человеческой уязвимости перед лицом стихий и технических неполадок. Уроки, извлеченные из этой трагедии, повлияли на подход к безопасности и техническому обслуживанию подводных флотов по всему миру. Но Курск не единственная катастрофа, которая заставила пересмотреть меры предосторожности. Аварии на различных лодках, такие как Трэшер и Скорпион, выявили уязвимости в конструкциях и системах управления, что подтолкнуло к разработке новых стандартов безопасности и тренингов для экипажей. Эти события напомнили, что даже самые незначительные детали имеют значение, когда речь идет о безопасности сотен жизней. Память о катастрофах не только чтит погибших, но и способствует развитию технологий, правил и методов, предотвращающих повторение подобных трагедий в будущем. А для нынешних подводников эти уроки становятся путеводными звездами, помогая не только усерднее работать, но и сохранять уважение к мощи и опасности подводного мира. В сложном процессе обучения и подготовки рождаются настоящие герои, готовые продолжать служить и совершенствоваться, открывая новые страницы в истории подводного флота. Современный мир подводных лодок полон не только технологий и стратегий, но прежде всего людей, которые пишут его новые страницы своими подвигами и достижениями. Уже трудно удивить кого-то технологическими новшествами, но именно подводники своей самоотверженностью и профессионализмом делают невозможное возможным. Современные герои, продолжая традиции прошлых поколений, работают в условиях, которые требуют более глубокого понимания своих обязанностей и свободы действий. Несмотря на высокий уровень подготовки, каждый новый выезд — это испытание воли и знания. Эти люди часами находятся в искусственном мире, отрезанном от привычной жизни, где любое отклонение от плана может поставить под угрозу всю миссию. Но герои не ищут легких путей. Их цель гораздо выше — защита и служение на благо других, независимо от сложности задач. Примеры героизма можно встретить на каждом шагу. От вовремя обнаруженной поломки, которая могла в одно мгновение стать катастрофой международного масштаба, до сложных операций с использованием новейших технологий, таких как захват подводных объектов. Бесчисленные часы тренировки, преданность делу и братству на борту делают их ежедневную работу значимой и полной вызовов. Именно современным героям предстоит решать проблемы, с которыми их предшественники не сталкивались, встречая новые горизонты и изучая неизведанные области океана. И когда они возвращаются на сушу, из глубинных вод подъемники их святят, как носители знаний и мужества, раздвигая границы возможного подводного флота. Подготовьтесь погрузиться в мифы и реальности, которые окружают эти стальные киты под водой, и понять, как они формируют наше восприятие моря. Мир подводных лодок окружен множеством мифов и легенд, которые завораживают и пугают одновременно. Часто эти стальные гиганты представляют как неуязвимые машины, способные выполнять задачи за пределами человеческих возможностей. Слухи о бесшумных подводных преследованиях или таинственных исчезновениях судов питают наше воображение. Но действительно ли эти рассказы правдивы? Один из мифов говорит о том, что подводные лодки полностью незаметны для радара, что делает их абсолютно неуязвимыми для врагов. Это не совсем так. Хотя современные технологии скрытного
скрытности значительно снижают вероятность обнаружения, полная невидимость остается недостижимой. Специалисты непрерывно работают над усовершенствованиями, но полностью скрыть присутствие враждебное судно все еще способно. Еще один слух связывает подводные лодки с внезапными атаками на огромных глубинах. В реальности только небольшой процент операций предполагает участие на крайней глубине. Большинство заданий происходит на более умеренных глубинах, где субмарины могут эффективно взаимодействовать с окружающей средой и поддерживать связь с базой. Также широко распространены рассказы о необъяснимой физической и психологической устойчивости подводников. Но эти легенды нереалистичны. Служба на подводной лодке тяжела и требует от экипажа невероятной подготовки и моральной стойкости. Однако они остаются такими же людьми, которыми им приходится ежедневно противостоять жестокой реальности сложных условий. Помимо этих слухов, вокруг подводных лодок витает множество небылиц, которые порой преподносятся как факты. Важно понимать, где заканчивается мифология и начинается реальность подводного мира, чтобы оценить настоящий вклад подводников. Впереди нас ждет захватывающее путешествие, которое откроет нам новые горизонты будущего подводного флота. Технологии будущего подводного флота обещают перевернуть наши представления о возможностях этих уникальных машин. Мы уже наблюдаем, как современные подводные лодки становятся более автономными и сложными, но впереди нас ждет еще более захватывающая трансформация. Научные открытия в области материаловедения, искусственного интеллекта и независимых энергетических систем открывают новые горизонты. Подводные аппараты будущего, вероятно, будут способны оставаться под водой в течение месяцев, не требуя всплытия для пополнения запасов. Они смогут выполнять миссии с минимальным участием человека, используя самонастраивающиеся алгоритмы для своего управления. Представьте лодки, которые будут практически полностью независимы и способны адаптироваться к быстро меняющимся условиям в реальном времени. Этими адептами новых технологий уже интересуются различные страны, стремящиеся укрепить свои позиции на мировых морских аренах. Испытания дронов, которые будут сопровождать подводные лодки, атакующие силы и разминирующие территории, это уже не просто мечты, а реальность научных лабораторий. Эти малозаметные дроны помогут значительно снизить риски для экипажа и повысить эффективность операций. Пока мы только находимся на пороге этих изменений, но их влияние будет широко распространено от военной сферы до исследований глубоководных экосистем и обогащения знаний о мировой океанографии. И хотя мы не можем точно предсказать, какими будут все результаты, одно можно сказать наверняка. Подводный флот продолжит развиваться, открывая перед нами непознанные рубежи и формируя более безопасное и технологически развитое будущее. Возможно, то, что мы перешагнем эту границу, уже не за горами.